События в Баку вышли из тени дипломатии и превратились в показательное наказание. Первому из 8 бакинских узников, россиянину Александру Вайсера, суд Азербайджана отвесил 4 года колонии за легализацию преступных доходов. И сделал это так, чтобы это увидели и в Москве, и в Екатеринбурге. Летом 25-го Вайсера прилетает в Баку как обычный турист из Екатеринбурга. По крайней мере, так выглядит официальная версия его поездки. Через несколько дней после прибытия на него уже надевают наручники. Силовики Азербайджана берут его вместе с еще 7 гражданами России, объявляя всех частью организованной преступной группы, связанной с киберпреступлениями, онлайн-азартными схемами и транзитом наркотиков из Ирана. На публику сразу утекают кадры. Россиян заводят в суд избитыми, с синяками и ссадинами. Источники говорят о пытках током. И это уже не просто уголовное дело, а картинка для внешнего мира. Чтобы понять, почему эти 8 человек внезапно стали идеальной ОПГ для азербайджанских властей, нужно вернуться на несколько дней назад, к тому моменту, когда Москва начала давить на азербайджанскую диаспору у себя дома. В России проходят массовые задержания выходцев из Азербайджана. Силовики поднимают старые уголовные эпизоды начала нулевых и десятых годов, а медийный фон подогревается разговорами об этнической преступности. В Баку это воспринимают как целенаправленную атаку. В тот же период азербайджанская сторона говорит об этнических облавах на своих граждан, обвиняет Москву во внесудебных расправах и требует объяснений по поводу авиакатастрофы самолета Азербайджан Airlines под Актау, которая уже стала политическим триггером. И вот 1 июля азербайджанские силовики наносят ответный удар, демонстративный и жесткий. В Баку объявляют задержание сразу 2 организованных групп, где ключевую роль якобы играют россияне. Транзит наркотиков из Ирана, онлайн-торговля запрещенным веществом, кибермошенничество. На видео задержанные россияне выглядят не как беловоротничковые айтишники, кем большинство из них и является по данным СМИ, а как люди после избиения, гематомы, кровоподтеки, следы того, как их готовили перед камерой. В этот момент уголовное дело окончательно превращается в инструмент давления. Это не просто борьба с преступностью, а публичное сообщение Москве: мы тоже можем ударить по вашим гражданам. Официальная версия обвинения против Вайсеро звучит почти сухо, если не знать контекст. Следствие утверждает, что он легализовал 727 тысяч манатов, около 32 миллионов рублей, заработанных через нелегальные букмекерские, лотерейные и другие азартные сайты, которые работали за пределами Азербайджана. Деньги, по данным обвинения, дробились на части и уходили на банковские карты, оформленные на разных лиц, чтобы запутать следы. В приговоре те же формулировки: легализация денежных средств, получение преступным путем их, 4 года лишения свободы. Первый завершенный эпизод из большого дела о российской ОПГ. Но самое интересное в этой истории не сам приговор, а то, как этот суд вписывается в политическую игру между Баку и Москвой. И что с остальными 7, чьи дела пока зависли в воздухе. Об этом в следующих выпусках. На этом фоне дипломатический кризис между Россией и Азербайджаном уже не выглядит случайным набором инцидентов. После жестких задержаний россиян в Баку Москва вызывает азербайджанских дипломатов, говорит о демонтаже двусторонних отношений и требует допустить своих представителей к арестованным гражданам. Баку в ответ обвиняет Россию в дезинформационной кампании, затягивании расследования катастрофы самолета и фактическом давлении на азербайджанцев на территории РФ. На 6-й день кризиса стороны делают вид, что сбавляют обороты. Российских дипломатов допускают к задержанным. В Москве звучит фраза о стратегическом характере Союза, но параллельно закрывается редакция «Спутник Азербайджан» и продолжаются выборочные задержания с обеих сторон. Для зрителей эта история выглядит как классическая криминальная хроника. Айтишники, наркотики, теневые схемы отмывания денег. Но если смотреть чуть дальше и собрать все детали, дело Вайсеро – это уже часть куда более опасного сценария. Когда обычный турист из Екатеринбурга, прилетевший в Баку просто отдохнуть, внезапно оказывается в центре международной дуэли спецслужб. И в такой игре приговор в 4 года – это не только строка в судебном решении, а сигнал всем, кто пересекает эту границу. В момент политической войны твой паспорт может превратиться в улику.